Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня шью по заказу. Думаю, вы уже догадались, что это очень нужная, жизненно необходимая вещица, чтобы в минуты сомнений, в минуты мучительных раздумий о судьбах нашей Родины и судьбе человечества, что, правильно, чтоб ножки не мерзли. Сегодня остатки джинсовых обрезков и кромки от тканей. Из плотной ткани вырезала основу и такого же размера сделала утеплитель из холста прошивного полотна. Перед началом работы надо соединить эти две детали хотя бы парой швов, чтобы они лежали ровно и не смещались. Сегодня будем комбинировать кромки с джинсовыми кусочками. Чем богаты, тем и рады. Ничего специально не выкраиваем, будем выбирать из того, что есть. В серединку положим кусочек пятиугольной формы. Заколем его булавочкой, чтобы не потерялся. Дальше все просто. Знакомая нам техника крейзи. Только шить начнем с полоски кромки. У кромок один край плотный, не осыпается. Вопрос: почему отрезают кромки? Ведь вроде бы это так хорошо, край уже обработан. Но в кромках более плотное переплетение нитей, а край ткани жесткий получается. Кроме того, после стирки кромка сильнее садится. Эта деформация может испортить готовое изделие. А в лоскутном шитье, если шить из одних кромок, могут получиться очень интересные эффекты. Шью я коврик, не космическую ракету собираю. Нитки лишний раз обрывать не хочу. Пришьем кромку, перейдем на свободное место. Джинсовые кусочки накладываем лицом к лицу к отшитой части, прошиваем на ширину лапки. Потом этот кусочек отгибаем и с лицевой стороны отстрачиваем. Если кусочек этот большой, то его можно прошить еще парой параллельных строчек. Лишние ткани отрежем, чтобы не было толстых соединений. Таким способом заполняем всю основу. Сначала кромку, потом джинсовый кусочек. Цвет ткани, размер, специально ничего не подбираю. Беру то, что подходит по длине. При таком способе работы мы шьем сразу полностью все изделие. Его не надо будет потом простегивать. Как-то раньше я тоже шила коврик для туалета, и мне написали, что у меня коврик получился некрасивый. Да вы ж мои хорошие, вас так заботит красота коврика, который лежит у меня около унитаза, что не поленились ведь мне об этом сообщить. Ой, а если я вам еще скажу, что именно мы в туалете делаем? Вы ведь понимаете, что я даю вам идею, что можно сшить в технике крейзи, сочетая между собой разные ткани. А как вы это сделаете, зависит уже от вашей фантазии и мастерства. После того, как заполнена вся основа, заготовку переворачиваем и, ориентируясь на края, отрезаем лишнюю ткань. Получилось достаточно симпатично. А для коврика это вообще супер шедевр. Открытые края обработаем косой бейкой. Чуть раньше я нашила, наготовила ее несколько метров, а теперь использую по мере необходимости. Иногда спрашивают, какую бейку лучше использовать. Смотрите сами. Косая бейка, которая выкраивается под углом 45 градусов, она легко тянется, там диагональные срезы,
и ей лучше обрабатывать округлые края. А если вы шьете по прямой и углы прямые, то лучше взять простую прямую бейку, полоску ткани, выкроенную по прямой, без разницы, будет это у вас по долевой или по уточной нити. Кстати, в технике витражи использую прямую простую бейку. Это делаю специально, чтобы детали не сдвигались относительно друг друга. Бейку пришить довольно просто, даже новичкам. Не знаю, почему этого так боятся. Начало бейки подворачиваем, прикладываем лицом к лицу к лицевой стороне изделия и прокладываем шов на ширину лапки. Обратите внимание, как мы проходим закругленный угол. Бейку свободно выкладываем, без натяжения. Если надо, то немного приподнимаем свободный край. Когда в завершении работы подшиваем открытый край бейки, шов прокладываем по лицевой стороне. Строчка должна проходить в шов, потом она закроется наплывающей тканью, а с изнаночной стороны бейка дважды подогнута и подшита. Все очень аккуратно и красиво. Коврик получился 60 сантиметров в самом широком месте, в самом узком 38. Длина коврика в местах этих выступающих рожек 50 сантиметров. В принципе, это размеры стандартного покупного коврика. А так он выглядит на месте. Ну вот, спалила свой туалет на весь интернет. Другие блогеры показывают роскошные интерьеры, шикарный вид из окна, прекрасно оборудованные мастерские. Эх, нам остается только мечтать. Зато готова нужная вещь, и для ее создания не пришлось ничего покупать, только нитки. А обрезки джинсовой ткани и кромки, можно сказать, спасла от уничтожения. Они нам еще послужат. А сейчас проверьте, подписаны ли вы на канал. И обязательно подпишитесь. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!